Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем торт Кутузов, так сказать, по вашим многочисленным просьбам. Очень многие писали мне в комментариях, что хотят увидеть этот торт по моему рецепту. И сегодня я вас с ним познакомлю. Но рецепт, конечно, не точно мой, потому что я этот торт абсолютно забыла. И мне его напомнила моя подписчица и подруга Юлия Базуева из Тольятти. Этот рецепт из Баку, опять-таки, и тогда, мне кажется, его пекли в каждом регионе. Но именно в Баку я вам покажу бакинский вариант этого торта. Торт получается легким, не тяжелым и очень быстрый и легкий в приготовлении. И по вкусу, и по приготовлению он очень легкий. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня начинаем приготовление с теста. Для теста нам нужно будет взять 5 яиц, 200 грамм сахарного песка, пол чайной ложечки соли, и начинаем взбивать. Яйца с сахаром нам нужно будет взбить вот до такого состояния. Совсем недолго. Добавляю 2 столовые ложки меда. Мед у меня сегодня не очень жидкий. Сюда же добавляю 100 грамм растопленного сливочного масла, но масло должно остыть. Ванилин или ванильный сахар, у меня ванилин. И чайная ложечка соды. Все это хорошенько перемешиваем венчиком. Масса у нас на глазах прямо увеличивается из-за соды с медом. И добавляю орехи. Орехи у меня грецкие. Я их нарезала. Можно, конечно, то же самое сделать и в блендере их. Перемолоть. 100 грамм орехов. Теперь нам остается добавить только муку. 350 грамм просеянной муки у меня. И я ее добавляю 2 этапами. Да, забыла вам сказать, в самом начале нужно будет включить духовку разогреваться на 180 градусов. Добавляю остальную часть муки. Тесто замешивается очень быстро, поэтому духовку включайте одновременно с тем, как будете начинать делать тесто. И вот такое тесто у нас получилось. И сейчас нам нужно будет выпечь 2 коржа. Форма у меня 26 сантиметров. На дно я застелила пергаментную бумагу. И приблизительно половину теста нам нужно будет переложить в форму. Можно распределить лопаточкой силиконовой, а можно рукой. Руку просто-напросто смочить в воде и распределить равномерно тесто. Отправляем выпекаться корж в уже горячую разогретую духовку. Корж выпекался у меня ровно 20 минут. Его даже не нужно будет проверять на зубочистку, на сухую палочку, потому что даже по цвету вы уже поймете, что корж выпекся. Провохожу ножичком по бокам, вынимаю из формы. Дала, конечно, чуть-чуть остыть. Приблизительно 3 минуты он у меня постоял на столе корж. Снимаю бумагу, переворачиваю на решетку и будем остужать корж. Точно таким же образом нам нужно будет и второй корж испечь. Оставшееся тесто распределяем по форме и отправляем выпекаться. Второй корж тоже готов. Коржи у меня уже полностью остыли. И сейчас нужно будет из них вырезать, вернее, их нужно будет вырезать чуть-чуть поменьше нам сделать. Можно это будет сделать тарелкой, а можно будет это сделать кольцом. Я это делаю кольцом. Надавливаю. Буквально на 1 сантиметр меньше, чем 26 сантиметров форма. Прохожу по краям. Так я это делаю для того, чтобы нам будет так удобнее порезать каждый корж на 2 части.
если мы обрежем бока. Эти бока нам еще пригодятся. И сейчас нам нужно будет корж порезать пополам. Я это буду делать обыкновенным хлебным ножом. Главное, чтобы нож был длинный и острый. И вот такие два коржа у нас получились. То же самое нужно будет сделать и со вторым коржом. Мои дорогие, говорите мне, пишите мне, кто что хочет увидеть от меня, какой рецепт, и я вам постараюсь исполнить все ваши желания. Для крема нам нужно будет взять 400 грамм сливок, 400 миллилитров сливок, жирные у меня сливки, 33%, ванилин или ванильный сахар и сахарный песок, 200 грамм сахарного песка. В оригинальном рецепте в этот торт идет сметанный крем. Но так как сметана у меня не жирная, 20%, поэтому я изменила немножко крем. Крем я сделала половину со сливками, половину со сметаной. Если у вас есть сметана хорошая, жирная, берете 800 грамм сметаны. Если нет, делайте как я. 400 грамм сливок и 400 грамм сметаны. А если у вас нету сметаны, то можно то же самое сделать только со сливками. Со сметаной крем получается, конечно, приятнее, немножко с кислинкой. Сливки я взбила. И теперь буду добавлять сметану. 400 грамм сметаны у меня. Добавляю постепенно, уже без миксера. Сливки мы взбили хорошо. И вот сейчас, когда мы добавим сметану, у нас крем получится именно такой консистенции, который нам нужен. Будет консистенция та, которая нам нужна. Не очень густой и, конечно, не жидкий. Вот такой крем у нас получился. Именно такой крем пропитает все коржи без пропитки. И начинаем собирать торт. Крема у нас много, 800 грамм и еще сахарный песок, поэтому на каждый корж приблизительно 4 вот такие большие полные столовые ложки. Распределяем равномерно. И точно таким же образом нам нужно будет каждый корж обмазать кремом и уложить друг на дружку. Последний корж мы не будем смазывать кремом, мы сделаем глазурь. Мне кажется, этот торт понравится всем, потому что рецепт абсолютно несложный, очень легкий. И те, кто любит медово-ореховые бисквиты, мне кажется, им понравится точно. Оставшимся кремом обмазываем бока. И, как я вам уже говорила, мои дорогие, пишите, что вы хотите увидеть от меня, какие торты, какие пирожные, какие печенья, вообще, что вам хочется увидеть. Боковушки вот эти все, которые мы обрезали, нужно будет измельчить. Я это делаю, конечно, рукой, потому что их мало, но их хватит. И сейчас займемся глазурью. Для глазури я беру 2 полные столовые ложки какао. Все в граммах я напишу под видео. 80 грамм сахарного песка. Размешиваем хорошенько. Добавляю 80 миллилитров молока. Перемешиваю опять-таки хорошо. Кто не хочет делать глазурь из какао, можете прекрасно сделать глазурь из шоколада. 100 грамм шоколада, черного или молочного. Если берете черный шоколад, то 100 грамм сливок горячих. Довожу до кипения на плите. Буквально 2 минуты после того, как закипит, оставляю, постоянно помешиваю и убираю с плиты. Добавляю 50 грамм сливочного масла в горячую глазурь. Перемешиваю хорошенько. И нужно оставить глазурь, чтобы она остыла. Как только глазурь полностью остыла, чуть-чуть она застывает у нас, и заливаем ею торт.
Если будете брать молочный шоколад, то сливок возьмете где-то 60-70 грамм, не 100 грамм. И вот этой крошкой нужно будет полностью оформить бока. Оформляем тортик уже по нашему желанию, кто как хочет. И оставляю торт на всю ночь при комнатной температуре на столе. Утром будем пробовать. И вот начинаем резать наш торт. Коржи очень хорошо пропитались. Посмотрите, какой он получается на срезе. Не бойтесь оставлять торт на столе всю ночь, ничего с ним не случится, ни со сливками, ни со сметаной. Вот такие коржи у нас на срезе. Вот такой торт, вернее, у нас на срезе получается. Замечательный торт и на день рождения, и для праздничного стола, и даже на каждый день. Порадуйте своих близких. Рецепт очень удачный. И, как я вам уже сказала, рецепт старый. Вот такие мягкие у нас кусочки получаются. Посмотрите, какой у нас торт замечательный. Ароматный, вкусный. Попробуйте, мои дорогие, мне кажется, всем понравится. Ну что, будем прощаться? Заходите ко мне на канал, смотрите мои видео. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Всем приятного чаепития, приятного аппетита. Пока-пока. Всех люблю. До новых встреч.